Создаем сегодня командную Википедию в Notion. Необходимый инструмент, на который много кто забивает, если вы хотите действительно порядок в документации, верифицированной документации, чтобы этой документацией еще и пользовались. Я сторонник такого подхода, что люди важнее процессов и люди важнее документов, но если у нас в документах нет порядка, то и людям тоже очень некомфортно. Помимо Notion мы сегодня будем использовать бесконечную доску, чтобы в ней планировать, потому что в таких вещах и вообще в любом построении структуры внутри Notion очень важен этап подготовки, очень важен этап планирования, когда мы садимся сами с собой, а лучше с командой, и составляем план, для чего нам это пространство, которое мы создаем, какие задачи оно будет выполнять и как оно будет выглядеть. А потом это уже или сами осуществляем, что мы будем сегодня делать, или идем и покупаем готовое решение, или покупаем время эксперта. Готовое решение тоже можно купить по ссылке в описании. Будем создавать пошагово, как это выглядит. Вот у меня есть Википедия, приветственное слово, возможность предлагать изменения, указывать на ошибки, последние апдейты, автоматически все здесь появляется. И потом собранная документация, и возле каждого документа есть значок, что этот документ верифицирован. Внутри каждой странички есть еще и дополнительная информация, соответственно, то, что у нас должно быть лежать внутри страницы. Она вся структурирована по единой системе. У нас есть назначение, контекст, шаги, советы и ссылки еще на перекрестные документы. Помимо Вики у нас есть административное пространство, и здесь у нас документы, требующие верификации, потому что верификацию мы можем выставлять на какой-то период времени. Вот мы тут видим 90, 30 дней, 7, бесконечно, или выбирать дату. У нас здесь предложения по улучшениям прямо сюда будут приходить. Если я сейчас нажму в Википедии нашей «Предложить изменения, указать на ошибку», да, хочу. Здесь я ввожу свое предложение, могу прикрепить файл, тут какую угодно структуру можно сделать, и потом уже администратор, ему приходит уведомление, и он видит здесь в админке предложение по улучшению, кто его внес, и может по статусам это тоже все разбивать. Такую штуку сегодня создаем. Что нам понадобится? Помимо Notion понадобится какой-нибудь инструмент. У меня это Milanote, у вас это может быть Miro. Milanote просто мне удобнее пользоваться, неограниченное количество досок, и внутри все более минималистично, чем Miro, но именно под мои задачи мне подходит. Можем открыть и посмотреть, что у меня по этому документу, который мы сегодня будем составлять, есть. Все это делаем сегодня с нуля, расписываем. Я говорю про основные принципы. На моем счету 50 плюс проектов и построение систем внутри Notion для компаний, поэтому таким опытом сегодня с вами делюсь. Так что, если вы готовы, давайте начнем. И сегодня первым шагом будет не открытие Notion. Я открываю Milanote, вы можете открыть Miro. Milanote доступен бесплатно, можете скачать его себе. У меня нет реферальной ссылки, так что просто по поиску в Гугле, в Хроме, где угодно. Я буду набрасывать структуру, и мне на этом моменте очень важно понимание, какая у меня цель создания этого пространства внутри Notion. Делаете вы Вики, делаете ли вы другое пространство, это можно применять абсолютно ко всему. Я захожу, просто делаю заметку, и в заметку как раз веду, какая у меня будет цель, к которой я смогу возвращаться в течение работы над этим пространством и понимать, достигла я ее уже тем инструментарием, что ввела, или не достигла. В создании Википедии, конечно же, одна из главных и основных целей будет удобное хранение, обновляемость и поиск информации. Это то, что пойдет красной нитью по всему нашему пространству. Иначе зачем его создавать? Это то, на что я буду ориентироваться, делая каждый шаг и каждое согласование, например, с коллегами каждого этапа, я буду опираться. Это соответствует этой цели или нет? Удобно ли это делать? Обновляемо ли это? И ищется ли там хоть что-то? Понятно ли, как там искать? В этом нам Notion очень помогает, но тем не менее. И у меня есть еще вторая дополнительная цель для этого пространства. Это стандартизировать мою документацию. Мне нужны единые стандарты, как у меня все оформлено, какими цветами выделяется, где эмоджи, где у меня какая структура. Это важно, чтобы
наш мозг быстрее обрабатывал информацию и не тратил на это много ресурса. Когда мы сталкиваемся с новой структурой информации, нам надо сначала понять структуру. Если мы постоянно заходим в документ и видим одну и ту же структуру, нам на это вообще никакой когнитивной нагрузки тратить не надо. Поэтому структура — это вот единая какая-то, стандартизированная. Это моя вторая цель. И третья цель на это пространство вот так вот. Это все тот же поиск, просто более я расписываю это еще глобальнее, что команда быстро находит документы, и они друг друга не дергают для того, чтобы эти документы найти. Такие 3 цели. Я это помечаю в свой Меланоут, и теперь я смогу ориентироваться именно на это при построении пространства. Что я дальше буду писать? Дальше я набросаю примерную черновую структуру. Очень важно на этом моменте дать себе такой творческий мозговой штурм, дать себе для этого место. Возможно, если вы это делаете с коллегами, подключите обязательно к этому коллег. Здесь важно набросать, что вообще должно быть внутри вашего пространства. Можете помимо коллег подключить еще и AI, но тут вот точно надо подумать. Все, что я могу сейчас сказать, что в моей вики должна быть главная страница, которая в себя собирает все подстраницы, и в которую человек, заходя, очень быстро понимает, что там происходит. Даже если это новый человек вот так с улицы, ему показывают эту вики, он такой: о, тут все понятно, тут интересно, прикольно, здесь можно поизучать, здесь можно почитать. Так что функция этой моей главной страницы будет навигационная больше, чем информационная. И тут я уже могу накидывать какие-то элементы, которые хочу, чтобы внутри присутствовали, или писать себе какие-то заметки, комментарии. Возможно, я уже на этом этапе примерно технически представляю, как я это реализую, или что бы я хотела. Возможно, у меня есть какие-то сейчас шаблоны я до этого изучила, и я видела, как у других людей это сделано. У меня есть скрины, я могу их сюда поприкреплять. И вот это плюсы бесконечной доски. Так что я сейчас по элементам, наверное, могу себе прописать, что это будет приветствие в начале страницы, что это будут последние апдейты, потому что потенциально на странице будет много информации, и люди, которые первый раз зашли, они могут всё её изучить, но те люди, которые, может, раз в неделю смотрят, может, у вас дайджест какой-то есть, то им нужны именно те страницы, которые недавно изменились. Меню разделов, и там по разделам, я думаю, разобью всю документацию. И, возможно, будет хорошо иметь кнопку «Предложить новую информацию», чтобы любой сотрудник мог предложить новую информацию или указать на какую-то ошибку существующую, если он её нашёл. Возможно, эти данные уже не актуальны. Можно эту кнопку будет, наверное, в каждую страницу поместить, а может, оставим на главной, посмотрим. Сейчас мы абсолютно из головы прописываем каркас, как это должно выглядеть. Да, на этапе, когда я вам это рассказываю, я уже понимаю, как это должно выглядеть, но если я проектирую с нуля, то я абсолютно тоже вижу это всё в первый раз и пишу себе заметки, комментарии, как это в моих представлениях, учитывая, что в процессе это может меняться, неизменно остается только цель, которой мы достигнуть хотим этим всем пространством. Второе, что я хочу видеть в своей структуре, на главной странице документы, значит, где-то должны они храниться. И вот база данных документации с этим справится. Там я планирую хранить документы. В документах я могу сразу прописать, какие я хочу видеть свойства. Возможно, это будет автор документа, ответственный, верификация документа, дата верификации документа. Я хочу видеть область документа. Здесь у меня достаточно безграничный полет фантазии. Если вы уже работаете с вашей документацией, у вас уже точно есть какие-то запросы внутри вашей компании. Мы это все пишем, но тоже удержим в голове, что мы в процессе можем это доработать, изменить, переделать, и не только в процессе, но и после. Все-таки Notion такой инструмент, который дает нам возможность в любой точке вообще переделать, переиначить так, как нам нравится, неважно, мы это уже сделали или не сделали. Также в базе данных документация хочется уже здесь соответствовать своей же цели, и это однотипичность. И для однотипичности я вот сделаю пометку прямо сейчас, что хорошо бы иметь шаблоны новых страниц в базе.
то, как они будут по дефолту создаваться. Возможно, надо людям помогать, если не только я добавляю документацию в свою базу данных, надо людям помогать однотипированно заполнять свою базу. И этим мы с вами и займемся, когда будем делать шаблоны. Сейчас я подумала, что я могу сюда еще кинуть структуру, что вот эту главную страницу и документацию можно на самом деле объединить в одну сущность. У нас есть такая команда в Notion, как Turn into Wiki, и мы ей сегодня будем активно пользоваться. Чтобы про это не забыть, я тоже это могу уже сейчас прикрепить в структуре. Я очень подробно вам рассказываю, что я на этом этапе делаю, хотя здесь действительно много свободы для творчества. Нам нужна эта база, в первую очередь для понимания, какие дальнейшие шаги предпринять. Вы можете не полностью владеть функционалом или им не владеть, но 50, а то и 80% успеха — это понимать, что вы хотите в итоге на выходе получить и как это должно выглядеть. Как минимум под это всегда можно найти человека, который вас проконсультирует, или отдельные какие-то видеоуроки, или уже перепоручить какому-то человеку. Вот если мы будем использовать сейчас функцию Turn into Wiki, в этой опции есть уже вшитая функция, такая как approve и верификация. Вот мы с этим будем работать, поэтому здесь я могу тоже оставлять себе уже комментарии. Я могу бесконечно писать эту структуру, но на самом деле для Вики нам не нужна она большая, потому что Вики достаточно понятное место, да, это место хранения документации. У нас нет перелинковок с задачами, с отдельными людьми и так далее. Здесь я вот набросала уже каркас, и единственное, что я к нему хотела бы добавить, это, возможно, я думаю, можно было бы еще добавить базу данных проекта. Если бы я ее добавила, то тогда каждый документ я могла бы перелинковать с соответствующим проектом. Я пока не до конца уверена, что мы с вами это будем делать, но как вариант, если думать, что у всех большие проекты, то это та функция, которую мы точно можем привязать для того, чтобы внутри проекта именно по проекту видеть документацию. Но, возможно, это слишком маленькая категория, слишком большое уточнение, она, может быть, вам не нужна, и мне не нужна. Посмотрим, давайте в процессе, как она туда ляжет. Если нет, не сделаем, если да, то сделаем. Я сейчас возьму просто здесь как-то визуально немножко наведу порядок, повыделяю цветами разными, растащу, порисую на этом всем, еще раз посмотрю, точно ли мне все понятно, то, что я написала, и не хочу ли что-то добавить, и могу уже с этим брать и переходить к работе с Notion. Мне очень важна эта структура только на этапе старта. На этапе процесса я буду смотреть в основном на цели и смотреть, сделали ли я все это и все ли еще это актуально. Надеюсь, что вы делали этот этап вместе со мной. Перехожу в Notion, и первое, что делаю, это настраиваю Notion под себя. Я не сразу начинаю накидывать туда базы данных, еще что-то, еще что-то. Я дам название страницы, я дам ей эмоджи, я раздвину ее на полный вид для того, чтобы мне тут уже было комфортно потом работать. Даю эмоджи, даю обложку. Это все вообще не обязательно. Это только потому, что я, например, визуал. И я сделаю это не за один подход. Если я делаю это вместе с командой, разрабатываю, то тем более мы делаем это вместе. И вместе приятно возвращаться куда-то, где не прямо стройка-стройка. У нас здесь, да, строительные работы ведутся, но почему бы не сделать их приятными? Если для вас это не имеет значения, пропустите это. Если имеет, делаем. Потом я делаю скриншот моей Вики для того, чтобы, может быть, держать ее перед глазами какое-то время и помещаю прямо на рабочую страницу. И сейчас важный этап, последний, подготовительный, это превратить эту страницу в Википедию. Это та функция, о которой я вам рассказывала. Мы нажимаем 3 точки с правого угла экрана и нажимаем Turn into Wiki. Потом нажимаем ОК, дальше, и у нас обязательно нажимаем Learn More и все такое, потом Next, Try it out, и теперь наша страница превратилась в Вики. Вот под названием Вики вы можете увидеть, что у меня есть 3 вкладки. Это Home, All Pages и Pages.io. Теперь я могу просматривать все страницы, которые появятся на моей основной, которая Home, они будут попадать уже изначально в базу данных. Я в условную базу данных превратила эту страницу. Я понимаю, что ничего не понятно, но мы сейчас
поднастроим и начнем работать, и все будет видно. Я переименую сразу все свойства, все на русский язык, потому что я разрабатываю на русском языке, почему бы мне сразу не переименовать домашнюю страницу в домашнюю страницу, all pages во все страницы или все документы, как вам удобнее. Я для того, чтобы переименовать, открываю страницу и открываю ее настройки и просто переименовываю. И дальше я еще и все свойства тоже переименую. Я сделаю свойство страница, свойство ответственный, верифицировано. Тег у меня будет не тегом, тег у меня будет именно категорией. И время последнего редактирования тоже назову временем последнего редактирования просто на русском. Перехожу на домашнюю страницу. Пожалуй, удалю отсюда все-таки наше превью. Не так сильно оно здесь надо. 3 точки delete. И смотрю, где я сейчас нахожусь. Я сейчас нахожусь на главной странице. И у меня здесь навигация. И что мне надо сделать? Первое приветствие. Я выбираю команду callout. Edit icon, добавляю ей иконку, пишу «Привет», и сейчас не буду писать полный текст, зачем, мы только разрабатываем, я просто в скобках напишу, что мне потом сюда надо поместить. Мне потом надо поместить сюда текст, я выделю это форматированием код, чтобы бросалось в глаза, и я это точно потом не пропустила. Дальше, на главной странице у меня должны быть последние апдейты, меню разделов, кнопка. Легче всего начать с меню разделов, как раз-таки, потому что это основное, что будет лежать на этой странице. И для меню разделов я пойду, нажму слэш и выберу команду 3 колонки, columns, 3 колонки. Каждую колонку я назову своим именем раздела. Во-первых, я сначала сделаю turn into heading 2. Это мы делаем заголовок 2-го уровня, чтобы текст был не маленький, а чуть-чуть побольше. Я его делаю больше, и первый у меня будет раздел о компании. Там я помещу все документы, соответственно, касающиеся компании. Я могу это просто дублировать, чтобы каждый раз мне не надо было писать, делать turn into заголовок 3-го уровня или запоминать какие-то кнопки быстрых действий. Просто копирую и называю каждый свой раздел. У меня будет о компании, команда. Это мы, кстати, могли сделать еще на этапе планирования, но у меня не требовалось такого уточнения, но я уверена, что вы на этапе планирования в Melanote это все для себя можете прописать. Потом делаю разделитель и опять ввожу еще 3 последние раздела, которые будут на этой странице находиться. Процессы. Понятно, что тут будет просто то, как мы работаем внутри компании, проекты, если для вас это актуально. И последнее — это правила коммуникации, которые обязательно должны быть в любой вики внутри, чтобы люди понимали, что мы вообще делаем, как мы с друг другом разговариваем. Это важно, даже если вам кажется, что это не так. Я все это могу сделать с turn into заголовков 2-го уровня. И теперь могу начать добавлять здесь уже какие-то страницы. Во всех моих страницах все еще пусто, потому что никаких как таковых страниц у меня нету сейчас. Но как только я компании нажму плюсик и нажму «Добавить страницу», это команда Page. Я назову ее, например, «Миссия, цели и ценности». Страница такая универсальная, я думаю, у всех такая есть. Я теперь могу выйти на шаг назад. Вот у меня появилась страница. И как только я нажму на все страницы, она также появилась в базе данных. Потому что, по сути, наша вики — это и есть база данных. Она есть в моих страницах, потому что я владелец. Она есть во всех страницах. Здесь я могу поставить верификацию, например, что пусть раз в 90 дней страница становится неверифицирована, и мне приходит уведомление о том, что надо верифицировать информацию, то есть ее пересмотреть. И также я добавлю во всех страницах категорию, пусть это будет о компании, у меня тут есть уже 2 дефолтные категории, я их могу удалить, но анбординг, окей, пусть оставим, в анбординге вполне может быть миссия, цели, ценности, и добавлю еще категорию о компании. Это нужно для того, чтобы когда документов станет много, их быстро искать. Именно в этой базе данных, а не на главной странице, потому что документы могут быть архивированными, документы могут быть актуальными или нет, их может быть очень много всех разных. Здесь могу изменить иконку на любую, могу выбрать те, которые предустановлены абсолютно. Например, у меня это будет звездочка.
Я хочу, чтобы каждая страница создавалась каким-то шаблонным отображением. Например, чтобы она всегда имела название, чтобы она всегда имела иконку, и чтобы она по умолчанию имела верификацию 90 дней, чтобы каждый раз вручную это не ставить. Я с маленькой неприятной новостью, но чтобы посмотреть продолжение этого мастер-класса, если вы действительно хотите до конца достроить эту систему вместе со мной, настроить кнопки, настроить админку, настроить шаблоны, все это доступно на моем бусте в уровне подписки Workspace. Переходите туда, ссылка в описании. На этом канале есть много бесплатных, полных мастер-классов, но это достаточно большой масштаб работ, который я предлагаю нам сделать вместе, и вы можете купить мастер-класс как отдельно его продолжение, так и просто присоединившись по подписке. Надеюсь, вы не захейтите меня за это в комментариях, но как-то надо на что-то есть, питаться в этом мире. Рекламы на канале нет, приходится придумывать свои продукты. Я очень буду рада видеть вас на той подписке. Там доступен не только этот мастер-класс, но еще 3 мастер-класса, которые уже вышли. Выходит 1 мастер-класс в месяц. Мы вот так подробно все разбираем, голосуем за мастер-класс следующего месяца и смотрим, как это все можно сделать. Спасибо, что были со мной. С вами, как всегда, была я, Маша. На этом канале мы создаем свою идеальную цифровую инфраструктуру в Notion. Не только. Я вас всех целую, обнимаю. Увидимся на следующей неделе на этом же месте.